Мне сегодня от всей души захотелось приготовить рассольник. Когда я начал перебирать имеющиеся в моей литературе рецепты, то обнаружил 8 довольно разных рецептов. Неизменными в них оставались только 2 ингредиента. Это соленые огурцы и крупа перловка, у которой есть еще другое название – крупа голландская. Именно на такой я и остановил свой выбор. Крупа голландская – националь. Даже жалко, что такого замечательного продукта понадобится всего лишь навсего 100 грамм. Посмотрите, какая замечательная перловка, очень чистая, все зернышки целые. Ее обязательно, прежде чем готовить, необходимо распарить. То есть залить горячей водой, можно даже и кипятком, ничего страшного. Залить минут на 30, на 40 и пусть постоит. Да, крупа должна замачиваться 30-40 минут, а потом еще и готовиться будет достаточно долго. Но ничего страшного, нам есть чем заняться. Там на кухне у меня варится хороший говяжий бульон. Кто не знает, как готовить говяжий бульон, может посмотреть вот здесь, заодно узнав рецепт моего фирменного борща. А нам пока необходимо нарезать соленые огурцы. Соленые огурцы мы будем пассеровать. Да-да. То есть слегка обжаривать на небольшом количестве растительного масла. Смотрите, просто в первый раз я беру так немного. Всего ложечка, лишь бы дно покрыть. И пусть начинается, нечего ждать. Пока нарезаем другие, первые уже начинают жариться. Извиняюсь, пассероваться. Удивительно, да? Огурцы, которые можно пожарить. Если бы у меня были вот не такие мелкие огурчики, а крупные огурцы, я бы в них попробовал даже долму сделать. Имейте в виду, богатая идея. Долма в соленых, либо в маринованных огурцах. В многочисленных рецептах, которые я сегодня уже вспоминал, иногда упоминается такой продукт, как почки. Я знаю, что будет, если я возьмусь готовить из моих любимых бараньих почек. Мне каждый второй в комментариях будет писать, что почки обязательно надо вымачивать, они пахнут. Слушайте, эти люди ботанику не знают, биологию не знают, зоологию не знают. Запах, тот самый неприятный запах, возникает не в почках, он возникает ниже по этому тракту. Но я придумал отличную замену. В ближайшем супермаркете очень недорого я купил пачку куриных сердечек. Скажите, пожалуйста, этот продукт всех устраивает? Меня он устраивает вполне. Я знаю, что это будет вкусно. Только в таких блюдах, как рассольник, все продукты должны быть нарезаны примерно одинаковыми кусочками. Поэтому каждое сердечко я режу пополам, а потом еще на 2-3 ломтика. Заодно смотрю, не осталось ли где спекшаяся кровь в сердечке. Я бы вот это убрал обязательно. Знаете, на всю кухню очень вкусно пахнет огурцами. Это первый признак того, что они уже готовы. Нам же их не надо разваривать. Необходимо, чтобы в рассольнике иногда они попадали на зуб и аппетитно хрустели. Поэтому эту сковородочку я убираю в сторонку. На плиту отправляется другая сковородка, в которой будут пассероваться остальные продукты. Например, такие как лук и морковь. Огонь, сковородка, курица. Очень тепло, уютно, очень мило, так по-домашнему. Но иногда чего-то не хватает.
Например, нам не хватает спонсоров. Это соус курицы можно добавить и потом. А о рекламе лучше позаботиться заранее. Приходите, убедитесь, мы умеем снимать вкусную рекламу. Масло нагрелось? Ага. Можно лук опускать. Сначала буду пассеровать лук, а потом добавлю морковь. Пусть как плов вкусно получится. Лук покрылся золотом, начал пахнуть приятно. Отлично. Значит, пора отправлять морковь. Ну, что касается сердечек, да еще и фактически цыплячьих сердечек. Это же сердечки от бройлерных цыплят. Они совсем-совсем нежные, они, к сожалению, почти что ничем не пахнут. А мне бы хотелось, чтобы они пахли, как пахнут внутренности у взрослых кур, у взрослых петухов. О, из куриных желудочков, из сердечек. Можем приготовить так много всего вкусного. Да и то, что мы с вами сегодня готовим, тоже получится очень вкусно. Самое главное – этому дать красивое название. Вот представьте себе, что мы с вами в ресторане, да? Работаем в ресторане и сочиняем название для меню. Как бы вы назвали этот рассольник? Давайте назовем его «Рассольник разбитое сердце». Загляните ко мне в сковородку. Я хочу показать вам одно интересное явление. Его следует учитывать, когда вы будете готовить любое другое блюдо. Только что, несколько минут назад, отдельные кусочки лука были золотистые, некоторые красные, некоторые уже прям почти что черные. Попробуйте найти, где они сейчас. Нету их. Знаете почему? Потому что мы опустили в сковородку морковку, и морковь начала выделять сок. Вот это краснота, это чернота на поверхности лука, это были карамелизировавшиеся сахара. Морковный сок растворил их, они разошлись по всей сковородке. Весь остальной лук стал более золотистым, но морковка, она как раз такого цвета и была. И все, то, что мы называли пригорелым, исчезло, его нету. Весь лук ровно такой, какой надо. И морковка почти что такая же, как надо. Ах, ну да, мы готовим для съемки. Казалось бы, можно ускорить. Сними скорее, давай следующее. Нет. Я всегда готовлю так, чтобы было реально вкусно. Иногда мои блюда могут показаться переготовленными, иногда что-то может показаться пережаренным. Но пока от моркови не пойдет вот этот характерный запах узбекского плова, я ее жарить не прекращу. Потому что вкус любого блюда складывается из мелочей. Понимаете, он складывается из того, какое масло вы взяли, как вы обжарили лук, как морковку пожарили, как перловка у вас распарилась, как вы добавили рассол, как вы посолили. То есть тут мелочь, тут мелочь, тут мелочь. Казалось бы, любую из них можно пропустить. Но жизнь подчиняется законам философии. И она развивается в виде количественно-качественных структур. Когда количество мелких изменений в рецепте, мелких деталей достигает определенной нормы, определенного количества, мы получаем принципиально новые качества. Только что у нас в руках был рецепт, в любой столовой так готовят. В 1972 году так готовили, в 1958 году так готовили, в 1936 году почти так же готовили. Мы с вами не меняем ничего принципиально. Мы просто будем все делать как положено, хорошо, по правилам, соблюдая все правила. И в результате мы получим шедевр, который, может быть, будет не таким красивым, каким бывает блюдо в дорогих ресторанах. Но по вкусу он будет их даже превышать. Он будет лучше, чем очень дорогие, очень понтовые блюда. Ну вот, пока говорили, физика, химия сделала свое дело. И теперь морковка и лук пахнут прекрасно. Их можно отложить в сторонку. Мыть сковородку не обязательно. Многие продолжают пассеровать, просто-напросто добавляя один продукт за другим. Теперь я добавляю несколько больше масла.
Я увеличиваю нагрев до 50%. Я солю сердечки. Я их перчу. И ой-ой-ой, скорее. Надо скорее отправлять все в сковородку. Вы смотрите практически в режиме реального времени. Прошло не более 2 минут. Сковорода очень горячая. Первую партию сердечек я убираю в сторонку. Сковородку наклоняю в другую сторону, чтобы все масло стекло. У меня порой случаются удивительные встречи. Буквально на днях я познакомился с человеком, который возглавляет довольно крупную компанию. И он мне сказал, что вот он узнал обо мне уже после Нового года, начал смотреть мой YouTube-канал и решил впервые в жизни, человек накануне своего 50-летия, можно сказать, впервые в жизни решил что-то приготовить. Он мог бы приготовить что угодно, он мог приготовить солянку, вот здесь у нас есть вот рецепт. Про борщ я вам уже говорил. Он выбрал именно борщ. Причем он посмотрел довольно много рецептов в YouTube, остановился на моем. Вот что он говорит. Никогда не ел борща вкуснее. Я не умничал, я не спорил. Я делал все ровно так, как вы рассказываете в ролике. Мне было так приятно это слышать. Опускаем вторую партию куриных сердечек. Мы каждый раз опускаем по 200, по 300 грамм. Не перегружаем сковородку. Это важно для того, чтобы сердечки жарились при правильной температуре. Очень интенсивно, очень быстро получает тепло. Так, чтобы кое-какие их края обжаривались буквально как почти до хруста. Быстро и интенсивно перемешиваем. Это белок, начиная от куриного белка. Чем дольше мы его варим, тем тверже он получается. А в таких продуктах, как печень, почки, сердце, это правило работает всегда. Буквально 2 минуты, и мы получаем нежнейшие цыплячьи сердечки. Так, веганы, вегетарианцы, молчать, говорю. Куры для того и выращиваются людьми, чтобы мы их съели. Кто хочет поговорить со мной о морали, путь того человека лежит прямиком в Африку. Там еще немного львов осталось. С ними поговорите, а со мной не говорите об этом. Я хуже, чем лев. Я самое ужасное существо на планете. Я человек. Я царствую на этой планете. Так Бог сказал. Вся природа для меня и вся природа мне подчиняется. Все. В принципе, все готово. Осталось только промыть перловку и принести бульон. Поставить ее на эту плиту. Перловка промыта, она изрядно разбухла, и я перекладываю ее в бульон. Перловка в бульоне должна вариться при слабом кипении примерно минут 30. Картошка сварится минут за 15, за 20. Вот это все практически готово. 10 минут пребывания в бульоне будет достаточно для того, чтобы все стало единым целым, чтобы все превратилось в рассольник. Прошло примерно 15 минут с тех пор, как варится перловка. Я думаю, что самое время закладывать картофель. Посмотрим картошку. Начала вариться. Значит, минут через 10 будет готово. Я закладываю куриные сердечки и пассерованный лук с морковью. До этого бульон выглядел серым, не самым аппетитным. Сейчас мы в этот бульон добавляем буквально золото обжаренных овощей, да и сами куриные сердечки тоже окрасят бульон и запахом, и цветом. Посмотрите, полюбуйтесь, как меняется цвет. Однако необходимо, чтобы хотя бы 2-3 минуты поварилось и, по крайней мере, закипело.
начинает закипать. Опустим и огурчики, пассерованные огурчики, можно сказать, слегка обжаренные. Кажется, уже можно приправлять. Например, отправить в рассольник лавровый листик. Ну, практически не бывает русских супов без лаврового листа. И я, к слову говоря, очень люблю лавровый лист. Мы до сих пор не добавляли в эту кастрюлю, вообще в эти продукты, ни 1 грамма соли. Но огурцы были солеными. И прежде чем добавлять рассол, может быть, еще и добавлять соль, я хотел бы сначала попробовать, что у нас получается. Посмотрите, я беру 1 ложкой, переливаю аккуратно в другую ложку. Ну да, пока что выглядит все довольно сладковато. Мы вливаем стакан рассола. Так написано в рецептах, но рассолы бывают разными. Каждый по-своему солит огурцы. Поэтому после того, как закипит бульон вместе с этим рассолом, мы еще раз попробуем и подумаем, добавлять рассол или добавить обыкновенную соль. Существенно получше. Начинает появляться вкус рассольника. Но то, что происходит сейчас, это глубоко индивидуально. Еще раз повторяю, у каждого свой рассол. У каждого свой вкус. Я вливаю еще 1 стакан рассола. Мне не хватает яркости, мне не хватает крепости вкуса. И, наверное, все-таки хотя бы половину ложки соли. Красиво? Хорошо? А хорошо, когда в 1 ложку попадает все сразу. И морковка, и картошечка, и перловка, и огурчики. Но пробую я все-таки только бульон. Вот теперь мне хочется воскликнуть. Ай да Сталик! Подаем! Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.
Пахнет дома так уютно, пахнет хорошей, уютной домашней едой. Вот так вот приходишь с морозца, снег скрипит под ногами, поднимаешься по лестнице куда-то, не знаю, на 3-й или на 4-й этаж, стучишь в дверь, открывают, а ты говоришь: «Здрасте, Марья Ивановна, чем это у вас так вкусно пахнет?» А Марья Ивановна говорит: «Рассольник готовила». Рассольник? Ха! Стало быть, рассольник. Рассольник – это очень хорошо. Право дело, я сыт сегодня, но разве что попробовать. Скажите, пожалуйста, Марья Ивановна, а сметанка есть? А Марья Ивановна говорит: есть. Есть и ложка большая. Есть и немножко зелени на краешек тарелки. Есть и сметана. Вам 1 чайную ложечку или 2? 1, пожалуй, что хватит. Тут Марья Ивановна сплескивает руками и говорит: ах, вот какая незадача. Черный хлеб у меня черствый. А здесь надо сказать: черный, черствый хлеб – это самое лучшее, что может быть подано к рассольнику. И хорошо, что на столе стоит супница. Съешь тарелочку, лоб вспотеет, а добавка вот она. И остается только сказать: дорогие гости, приятного аппетита!